Следующий уровень на заводе. Со старта мы бежим вправо и разбиваем третье стекло и падаем сразу вниз. Сейвимся и выстрелом из беретки взрываем вот эту мину. Сейвиться нужно для того, что вы можете, допустим, слишком поторопиться и мина вас просто убьет. Также беретка очень косая, следует иметь это в виду. Можете промахнуться мимо мины, несмотря на то, что прицел у вас был прямо на ней. Значит, здесь подбираем снайперку, что там, патроны еще какие-то. Входим вот в эту дверь и сразу стараемся выстрелить в взрывающиеся бочки, избавиться от одного противника. Здесь падаем вниз и убиваем из снайперки вот этого врага. Мы должны подобрать снайперку до того, как мы, собственно, запрыгнули на забор. Ну или, допустим, мы запрыгнули и взяли в руки снайперки, и после этого только падаем вниз. Если не хотим тратить хп, то есть такой вариант, вот можно кувырком вниз, кувырком спиной точнее, не получить урон. Но это немножко сложновато сделать, не всегда получается. Обычно я просто падаю вниз здесь, жру хилку, обязательно подбираем кольт-команда с противника. Да, если начинающий раннер, у вас все плохо со здоровьем, то вот здесь, в этой комнате, есть 3 таблетки. Но если вы за ними пойдете, то, во-первых, вот этот фраг откроется. И еще вот этот вот враг тоже. То есть будет 2 дополнительных врага. Наверное, все-таки не стоит подбирать таблетки, потому что большой таймус. Значит, дальше. На 100 FPS сейвимся перед тем, как нажимать на кнопку. Этого можно убить хедшотом, можно, в принципе, его даже не убивать. Значит, вот этот фраг открывает нам дверь, и мы заходим. Значит, нужно сделать прыжок на деревянный ящик, и на ящике сейвимся обязательно. Здесь нужно прицел кольта довольно высоко поднять, для того, чтобы эффективно ставить хедшот вот этому противнику. То есть нужно довольно высоко целиться. Также будьте очень осторожны, потому что, во-первых, вот эта мина может взорваться, и, во-вторых, тоже граната, которую кидают нам в спину, она тоже может нанести нам очень много урона. Сейвимся, открываем здесь, прыгаем на перила и вот так вот скипаем. В принципе, здесь можно даже и на 20 FPS вот так вот. Можно даже и на 30 FPS допрыгнуть, но на 20 как будто попроще немножко. Все, прислоняемся, и он у нас допрыгивает. Но проще, я говорю, с перил. Правда, лучше не ловить анимацию вскарабкивания. Так, вот здесь находятся патроны для снайперки. То есть, если вы начинающий раннер, можно их подобрать. Я их не подбираю. Давайте еще раз попробуем. Так, падаем вот сюда и бежим на диагональном стрейфе вот сюда. Здесь вот этот вот враг может по нам попасть. Пусть и вариант заключается в том, что мы делаем кувырок. Нам здесь нужно разбить, во-первых, выстрелами ящик, и, во-вторых, хедшотом убить вот этого противника. Вот этого и вот этого. Так, когда вы прыгаете на место, где был ящик, вот на этот вот красный ящик, нужно не торопиться, потому что если вы... То есть нужно отжать кнопку вперед, иначе есть шанс того, что вы просто на мину наткнетесь и сдохнете. Так, вот этому противнику тоже нужно целиться выше головы, потому что он находится в той позиции, где вот мы стоим очень близко к нему, и нужно целиться выше него. Так, давайте я вот этого противника убью, чтобы он не мешал мне объяснять дальше. Значит, вот в эту дверь мы входим, меняемся на 20 FPS, и примерно вот здесь, видите, окончание вот этого вот белого квадрата, прямоугольника, мы примерно с этой позиции стараемся запрыгнуть на ящики на 20 FPS. Что-то не получается. Обычно всегда получалось. Вот. Переключаемся обратно на 100 FPS и либо с кольта добиваем этого противника, либо, что проще, мы переключаемся на снайперку и со снайперки пытаемся его убить. Довольно важный выстрел. Вот, в идеале мы должны сделать 2 выстрела из снайперки за этот уровень. То есть один в самом начале и второй вот по этому противнику, которого мы только что сейчас убили. Так, значит, забыл сказать, что вот здесь находятся патроны к кольту, которые желательно захватить. Так, остался у меня предыдущий сейв? Да, остался. Давайте еще раз покажу. То есть вот мы патроны забираем.
И также мы слайдим airsтрейфом вот с этих ящиков и не получаем анимацию тяжелого падения. Значит, если вы начинающий раннер, у вас проблема, значит, с гранатой, то можно этого противника убить ценой одного выстрела из снайперки. Но я рекомендую этого не делать. Вот. Если все делать достаточно быстро, то урон от гранаты мы не получим. Мы успеем от нее убежать. Значит, вот здесь прыгаем на перила, соскальзываем, перезаряжаемся. Вот здесь, где-то вот здесь находится триггер. Ну, давайте я его даже покажу. Вот этот вот голубой триггер, как только мы его заденем, выбежит враг вот отсюда. Что мы делаем? Мы бежим на диагональном стрейфе примерно вот до сюда, до вот этой вот перекладины, которая обхватывает трубы. И мы меняемся на фронтальный бег и префайром, обязательно префайром стреляем в стену. Убедитесь также, что у вас не включена вот эта вот опция Enable Auto Aim, потому что с этой опцией включенной вы будете промахиваться мимо этого врага, он будет бежать быстрее пуль. Этого убиваем хедшотом. Дальше, в зависимости от того, стоит у вас widescreen fix или не стоит, будет разное поведение врага вот за этим углом. У меня сейчас widescreen fix не стоит, и этот враг находится вот здесь. Если бы у меня widescreen fix стоял, то этот враг был бы в другом месте. Сейчас попробую вам показать. Вот, видите, вот я сейчас загрузил сейф, и у него было поведение точно такое же, которое было бы на widescreen фиксе. То есть он выбежал на нас, и нам пришлось здесь сразу одновременно с двумя противниками воевать. Следует иметь это в виду. Если у вас widescreen fix не стоит, если вы не грузились, то значит этот противник будет где-то вот здесь, то есть будет проще его убить. Лутаем с них 2 гранаты, с одного из них также падает таблетка. Входим в эту дверь, уже перезарядившись, и опять же префайром стреляем вот сюда. Убиваем вот этого врага. И здесь тоже целимся довольно высоко, чтобы попасть по голове противника. То есть опять же префайром стреляем. Так, здесь с этого противника падает также таблетка. Вот здесь можно немножко прыжком себе сократить дистанцию по лестнице. Вот эта дверь, она очень неприятна тем, что на Unlim FPS, если у вас вдруг включен Unlim FPS, видите, Макс не переходит. Но на 100 FPS он, в принципе, спокойно сюда залазит. Но можно также прыжком сюда залезть. Дальше. Вот здесь есть 2 противника. Вот, примерно там же, где я сейчас хожу. Вот у меня widescreen fix не стоит, я спокойно здесь могу ходить, и они меня не замечают. То есть происходит абуз вижена этих противников. Если бы у меня стоял widescreen fix, они бы с большой долей вероятности на меня сагрились бы. Ну, видимо, потому что widescreen fix меняет FOV. Вот. И мне пришлось бы либо буквально вот параллельно этим трубам бежать на боковом стрейфе, либо делать кувырок как-то вот так. То есть, если у вас стоит widescreen fix, и вы делаете кувырок, будьте внимательны, не сделайте кувырок слишком близко к двери, потому что вы откроете дверь в их сторону, и они, значит, выбегут и будут по вам стрелять, могут нанести урон. А так вот, видите, я дверь не задел, они ее сами открыли, но тупят в нее и, ну, то есть у них нет вижена на меня. Есть еще такой момент неприятный, связанный с вот этим вот сегментом. Если вдруг вас убили, да, вы не засейвились, вас откатило вот сюда. Может быть такое, что вот эти противники, они выбегут вот где-то вот здесь. Давайте я вот попробую их подпустить ближе. Вот, видите, они, вот эта дверь багованная и может привести к софтлоку. Можно попробовать их убить, видимо, сквозь дверь. Но, вообще говоря, лучше все-таки сейвиться и не допускать вот этого софтлока. Ну, видите, вот из-за того, что я гружусь, они вот выходят мне навстречу и могут засофтлочить мне дверь. Но, к счастью, этого не произошло. Так что вот, бежим вот сюда, в конец уровня. Еще один способ пройти вот эту комнату — это кинуть гранату в этих врагов, но для этого рекомендуется переключиться на 30 FPS, потому что вот этот противник начинает больше тупить на 30 FPS. Если вам повезло с броском, то можно убить обоих. Ну, у меня довольно хреново это получается, я не практисил эту страту. Ну, в любом случае, мне кажется, это хуже, чем префарить врагов с кольта, потому что
Во-первых, вам необходимо здесь приостанавливаться, иначе граната вам тоже нанесет очень много урона. Во-вторых, ну, мне кажется, просто с кольтом стабильнее. Короче говоря, кидать здесь гранату я не рекомендую.